спортзале пахло кожей, потом и амбициями. Звук ударов о мешки смешивался с короткими выкриками тренеров. Все шло своим чередом, пока туда не вошел Стивен. Высокий, спокойный, в черной куртке и с тем самым взглядом человека, которого ничто не способно удивить. Молодой тренер по боксу по имени Марк заметил его сразу. Стивен пришел к кому-то в гости, поговорить со старым другом, владельцем зала. Но Марк не мог пройти мимо. В последнее время его звезда быстро поднималась. Пару успешных учеников, видео с громкими фразами о том, что никакие старые восточные школы не работают против настоящего бокса. Ему нравились лайки, восхищенные взгляды, власть над молодыми спортсменами. Когда он узнал, кто перед ним, тот самый Стивен Сигал, в его голосе зазвенело самодовольство. Он усмехнулся, поправил перчатки и бросил: «Вы, кажется, тоже что-то про удары учили в кино». Сигал не ответил, лишь слегка прищурился. В зале стало тише, все ждали, что будет дальше. Марк вышел на ринг, постучал перчатками и с вызовом кивнул. «Может, покажете, как это делается по-настоящему?» Хозяин зала хотел остановить его, но Сигал спокойно шагнул внутрь. Без перчаток, без стойки, будто просто решил пройтись. Его движения были плавными, как у человека, которому не нужно доказывать силу. Марк усмехнулся, сделал пару быстрых джебов в воздух для разогрева и шагнул вперед. Его удары были резкие, техничные. Первый — в корпус, второй — в голову. Но оба остановились в пустоте. Сигал чуть повернул корпус, не торопясь, словно танцор, избегающий случайного прикосновения. В этот момент зал стих окончательно. Тренер сделал шаг назад, сбитый с толку, потом снова пошел в атаку, быстрее, мощнее, со злостью. Но Сигал просто стоял и ждал, пока инерция сделает свое. Когда Марк бросился с прямым ударом, Стивен едва заметным движением кисти направил его энергию в сторону. И в следующую секунду Марк лежал на настиле, прижатый собственным весом, не понимая, что произошло. Никаких ударов, ни силы, ни грубости, только мягкость и абсолютный контроль. Сигал спокойно опустился на колено рядом, посмотрел в глаза тренеру и сказал негромко, без злобы: «Сила не в том, чтобы доказать. Сила в том, чтобы не нужно было». Он встал, поправил куртку и направился к выходу. Шум в зале вернулся только тогда, когда дверь за ним закрылась. Марк лежал еще несколько секунд, чувствуя, как пульс бьется в висках. Ему хотелось объяснить случившееся, мол, не успел, не рассчитал, просто не ожидал. Но внутри все оборвалось. Он понял, что этот человек даже не считал его противником. В следующие дни Марк стал другим. Он перестал кричать на учеников, перестал выставлять видео, где унижал начинающих бойцов. Он снова начал тренироваться сам, теперь молча, с вниманием к дыханию, к равновесию. Когда кто-то спрашивал его про тот случай, он только усмехался. Иногда один урок стоит всех нокаутов мира. И каждый раз, вспоминая тот мягкий взгляд и короткое касание, он ощущал не стыд, а благодарность.